Паника. Это наиболее интенсивный и быстро индуцированный переход. Паника наиболее контрастно подчеркивает все его особенности. Во-первых, закручивание спирали происходит очень цепко, потому что сигнал о реальной опасности всегда звучит весьма убедительно, и человек сразу включается в игру деструктивного маятника. По той же причине нарастание колебаний маятника происходит очень быстро, практически лавинообразно. Во-вторых, человек почти полностью теряет контроль над собой, а значит, превращается в чувствительный приемник и одновременно активный ретранслятор колебаний маятника. Ну и, наконец, сам маятник находит себе идеальную материализацию в виде толпы. К сожалению, все эти факторы делают задачу его провала или гашения очень сложной. Человеку в такой момент даже в голову не придет размышлять о приемах борьбы с ними. Однако, если овладеть собой и не поддаться панике, то можно с большой долей вероятности спасти жизнь себе и близким. Например, на тонущем корабле всегда образуется свалка возле нескольких спасательных шлюпок, в то время как рядом другие шлюпки стоят пустые. А ведь требуется только лишь мгновение, чтобы оглядеться по сторонам. Но в том-то и состоит коварное свойство индуцированного перехода, что он работает как воронка, всасывающая в себя все, что хоть краем задето им.